Доброе утро всем. Сегодня наш какой день недели? Среда, 15 февраля. Поспал, надо ехать. Короче, пришла информация, немножко ребята перепутали дату. Вчера надо было ехать, но я по-любому вчера бы не успевал. Они думали, что я, может быть, успею вчера заехать, загрузиться. Поменяли время, а дату забыли поменять. Я так понял, предварительно была на сегодня на 7 утра. Они решили поставить на 11 вчера. Ну, я не знаю, каким образом они думали 220 километров проехать по горам. Из них, где-то 100 километров по горам. Но в любом случае, сейчас поеду уже к 7, не как 11. И начну грузиться. Решил поставить фильтр. Как это называется? Ну, фильтр, который от ветра. Может быть, звук будет получше. Не знаю, ребят, не уверен. Сегодня потестирую с этим самодельным фильтром, потому что мне Саня говорит, что что-то со звуком стал хуже звук. Ну ладно, завелись уже, не завелись, вернее, вели страну, открыли смену. Теперь погоним. 45 километров мне тут еще. Все, ладно, погнали. Мне показалось 45 километров. Что я думал, 30. Ман медиа система. Что у нас тут? Новостей никаких. 6:23. Блин. Ладно, погнали. Уперед. Как говорится, с Богом. Надо аккуратно стекло закрепить будет, потому что тут, сегодня с утра наливал кипяток в тарелку. Блин, тарелка лопнула. Осталась у меня опять одна тарелка. Блин, видно, где-то микротрещину получил. Значит, надо стекло будет хорошо закреплять, правильно? Тут, кстати, на этом паркинге, как оказалось, после меня столько народу стало, блин. Стояли везде, где только можно и где нельзя. Вот даже на заправочных местах стоят машины. Или это не заправочное место, закрытое заправочное место. Но я тут паркинг отметил. В будущем, если что, буду также становиться. Пофиг где и как, видите. То есть не стоят там, где места, да, там 6 мест или 5. Стоят где удобно, где можно. Но это на ночь. Не на 45-ку же. В смысле, не на еженедельную паузу. Так, ну что, блин. 45, блин, и 30. Надо гнать, блин. Полчаса, 35 минут у меня времени, чтобы доехать. Будем стараться доехать. Вот сейчас на Венецию будет дорога вправо уходить, а нам нужно прямо будет на Тересте Удине. Удине я уже проезжал, когда в Ника работал. Это я помню. Поедем аккуратненько. Здесь даже можно очень сильно не останавливаться. Ну так, на всякий случай. Не хочется, как бы мне царапаться здесь, шоркаться, так скажем. Триеста,
Что-то интересно. Триест. Ну да. Это бы более знакомое название. Удиней Триест. Триест какой-то сказал. Опять ремонт дороги, 30 километров. Узкости итальянские. Что-то как-то, горло першит у меня. Ненормально. Да, первый раз буду стекло грузить. Схему мне прислали. Очень как бы в два ряда крестом. 2 вертикальных, 2 перпендикулярных. Даже не 2 перпендикулярных, там как-то, очень... Надо будет химию придумывать. Химичить. Но у меня, по-моему, рамы на 2 пары, а не на 3. Арви думает, что у меня будет 3 пары. Посмотрим. И, потом валить в обратном направлении. Очень хорошо надо подумать, как закрепить. Очень хорошо, очень внимательно. Потому что до Голландии, будет 1300 километров. Там 1280, так скажем. Что-то я еще хотел сказать. Да, пока мне еще гигабайты не дали, поэтому задержка с этими делами. Надо будет, может быть, обращаться уже в другое место, что Саша не ответил. Надо ему будет написать сегодня. Потому что гигабайты мне как бы нужны интернетом пользоваться. Как же иначе? Ой, свитер я не снял специально, чтобы потом не одевать. Ну, жарковато становится. Так, а что тут такое красное нарисовано? Какая-то одна полоса закрыта. Рассвет впереди нас. То есть, получается, едем на восток, ребята. Итальянские дороги даже более узкие порой, чем во Франции. А машин так сколько идет, видите, навстречу. Мама, не горюй. Все начали работать. Мы тоже начали работать. Да, как это не так, с датой ошиблись. Поэтому правильно я вчера поднял такой не шум, а такие поиски, во сколько мне ехать. С одной стороны, я мог спокойно, лежать и ждать 11 часов и ехать к 11. Но я же пытался найти, и туда позвонил, и сюда позвонил, и везде позвонил. И так удивленно, тебя сегодня не загрузили? Я говорю, а как меня могли грузить сегодня, если меня на завтра погрузили?
как на завтра? Я говорю, ну, на 15 число мне погрузка. Блин, говорит, время поменяли, а дату забыли. Я говорю, ну, блин. Посмотрите. Но я, кстати, сделал скриншот на всякий случай. И, кстати, здесь, оказывается, помимо того, что ты пишешь рабочее время, даже, можно сказать, не надо писать рабочее время. Надо отмечать, когда ты заехал в другую страну. И если больше 12 часов находишься в другой стране, кроме Германии, то идет какая-то дополнительная плата. Как-то там она называется, я еще эти немецкие понятия, Лиферштейн, эти всякие там, это я так говорю. Лиферштейн, это, по-моему, с загрузкой связано. Какие-то командировочные дополнительные. Вот. Но я пишу так, как нормально. Встал, выехал. Не, встал, начал движение, сколько, когда закончил, сколько проехал, сколько километров проехал. Но я не пишу там по Германии или там по этой самой отдельно. Просто общую. Я еще, записывать эти километры, в Италии или в Австрии, где-то там фиг его знает. Кстати, по поводу пенсии вчера разговаривал. Да, в 67 назначается пенсия. Есть одна фишка. Причем неважно, возвратил ты налоги, либо не возвратил налоги, ты все равно зарабатываешь пенсию. Это уже хорошо. Но единственное, что нужно налоги возвращать через кого-то. Потому что в конце года или через когда год отработал, дается этот самый, называется, лист такой об уплате налогов. И вот этот лист надо подавать в отдельную службу. И за это надо платить каким-то там юристам или кому-то. Но если брать через официальный, Германию, то там какие-то большие суммы они забирают. А если через каких-то там юристов, каких-то лиц, которые этим занимаются, фирмы, тогда там 100 евро или сколько там евро надо заплатить, и все. И если ты платишь официально кому-то, то этот чек можно приложить, как вот у нас, при возврате налогов, например, за курсы, или за что-то такое. И в следующем году они опять это оплачивают, возвращают какой-то налог с этой суммы. Посмотрим, как пойдет. Ну, а транспортные расходы, они здесь не это самое, не восполняют, Еще я вчера уже приобрел билет на паром на 11 марта. У меня в планах суббота, 11 марта. Паром, в воскресенье я приезжаю на паром, потом... Ой, что я говорю? В субботу паром вечером, в воскресенье вечером в Лепой паром приходит. Ночую где-нибудь в гостинице, не хочу никого напрягать из друзей лепойских. И Витя мне там скинул адреса гостиниц. И с утра попытаться пройти техосмотр. И домой сразу неделю. Потому эта каденция мне 5 недель. В принципе, уже полторы, можно сказать, уже в работе. Вот сегодня загрузка, очень важная. Надо очень хорошо закрепиться. Далековато вести мне это стекло все-таки, Надо не торопясь, спокойно. Все сделать красиво. Как учили. Вот что хотел сказать.
с коллегой Янисом разговаривал. Он так удивлен был, что я в Италии. Говорит, блин, я тут уже 3 месяца работаю. Давно просился на дальние рейсы, а ты только пришел работать, тебя уже послали. Блин. Смеется. Я говорю, ну не знаю. Ну я не думаю, это какая-то там лично меня, мои качества какие-то. Нет, я думаю, это просто так карта легла. Да, я тоже люблю дальние переезды. Ну, хотя по Германии, если можно спокойно работать в этой фирме, без всяких проблем. Работаешь и работаешь. Единственное, что бывает, что надо в воскресенье на понедельник ночью рано выезжать. Потому что бывает там, ну там рядом загрузка Кока-Колы. И бывает, что там типа в 4 часа начинается загрузка. То есть надо где-то в 3 уже выезжать. Ну а так, ну, не знаю, вот сейчас в Италии нормально. Я надеюсь, что они из Италии выскочить. Куда я там пойду, по-моему, на Германию пойду. Целый день завтра сегодня буду ехать по Германии. Ну, не целый день, слушай, по Италии, потом по Германии. Завтра по Германии и в Голландию завтра зайду. И вот этот листок, который я заполняю, надо делать фотографию, чтобы у тебя была, ну, чтобы была фотография. Для себя. Я не знаю, как там оплачивается это дело. Но он мне сказал, что, по-моему, 28 евро в Германии оплачивается в день. Плюс командировочный. Как-то так. Ладно, ребята, едем. Едем вперед. Надо, кстати, все-таки действительно менять ракурс. Может, где-нибудь здесь слева от меня поставить камеру. Чтобы что-то изменить. Можно на руль. Но на руль и вперед. У меня видеорегистратор вперед показывает. Поэтому не думаю, что это какое-то большое изменение. Да я особо, говорю, не снимаю художественные какой-то фильм, я рассказываю только о буднях. Куда я еду, как я еду, что я грузил. Потому что сам процесс погрузки не везде разрешен. А каждый раз спрашивать уже как-то лень. Так смотрю по ситуации, если есть возможность, выхожу с камерой, показываю, что, где, как. Вот. Ну что, 29 километров осталось. Так что погнали. Так, что у меня здесь? Отъезд. Тесану нам не надо. Появилась навигация здесь. Ну все, погнали. 29 километров показывает. Ну что же, приближаемся. 6 километров. Главное, из 4 навигаторов только 2. Вот Айгошка, левый основной, ведет правильно. Садчик потерял дорогу там на кольце. Местный, стационарный, тоже потерял дорогу. Там, видно, новая дорога. Ну, странно, если он интерактивный. Почему же он тогда, блин, не видит дорогу эту? Правая Айгошка чуть-чуть замешкалась, тоже по полю повела. А левая Айгошка все в порядке. Вот. Видите, какой плюс, что ни один навигатор... То есть мой навигатор вывел. Ну там видно новая дорога, кольцо
Дорога показывает, там ехать туда съезжать, а там этого съезда нет, он уже закрыт. Поэтому едем по Айгошке, и потом вот сейчас на дорогу вышли, да, и нормально. Как-то он странно показывал мне, вот сейчас даже показывает, 5 километров 22 минуты. Ну, как это, блин? С какой скоростью надо ехать? Это как-то, блин, очень-очень странно. Неужели там ползти надо будет? А хотя тоже там у меня адрес 5,4. Неправильно вбить до конца. Правильно вбить, наверное, в стационарном. Он прямо в точку должен вести. Но я уже убеждался, что не совсем так это происходит. Надо по названию будет искать. Переключиться, короче, в план и смотреть название фирмы. Какой-то flat glass. Какое-то, блин, квартирное стекло. Да, как это они так? Вот я еду и думаю, как они так лоханулись. Да, действительно, мог спокойно отдыхать. Но тут, в принципе, места, смотрю, есть стоять. Можно было бы встать на ночь. Ну, здесь подозрительно. Там был хороший паркинг один. Ну, хотя здесь тоже, наверное, можно было бы встать. На будущее ищу, потому что часто будет здесь. Вот слева паркинг тоже есть. Места. Не знаю, сколько я буду часто, но стекло часто возят. Вообще в этой фирме она специализируется, как я понял, на стекле. Основная, знаете, такая работа — это перевозка стекла. Разнокалиберного, правда. И еще Арвид говорил, что если там немцы помогают, то итальянцы нифига не помогают. Ну, посмотрим. Я, конечно, скажу, что я первый раз, и как крепить толком не знаю. Надеюсь, не будет 3 рамы. Я думаю, надеюсь, будет... Ну, в смысле, 6 рам не будет. Будет, надеюсь, 2. Пустые палеты надо вперед поставить. Да. А за ними уже эти. Так, какое там было название у нас дополнительно? CC-Cam Flat Glass. CC-Cam. Еще надеюсь, что там очереди нет. Хотя это не важно уже. Главное, что я приехал вовремя. И что еще? И все равно ехать очень далеко. И достаточно долго. 2 дня, грубо говоря. Почти 2 дня. CC-Cam. Да, там у меня не было в адресе номер 2 дома, был номер 1 только. Куда я мне, в принципе, едет. CC-Cam. Надо запомнить. Flat Glass. Два 2,5 километра. Надо будет сделать, как обычно делается. Выехал, 50 километров проехал и остановился. Проверил крепление. И вечером опять остановился, проверил крепление. Вот это стекло. Не хрусталь, конечно, но все равно. Так, полтинник. Здесь
здесь нам не надо направо. Нам, по-моему, дальше ехать еще. Вот, Сисикам Flat Glaze, в принципе. Вот сюда нам надо. Как я понимаю. Ну да, о чем мне там дальше ведет? Ну, попробуем сюда заехать. Сисикам Flat Glaze. Ну вот стоит 2 машины. Больше машин стоит. Ёпарасоте. А это... Нет, это не туда. Ну а вот сюда. Как бы приехали. Референс номер нужен. А у меня его нету. Который есть, не подходит. Странно. О, получил сообщение, надо подождать. Жду на весах. Зашибись, вовремя они, блин. Ну что, попытка номер 2. Прислали другой референс номер, что вот с этим выражением попробуй этот. Ну попробуем. Утро началось весело. Ну ладно, не моя вина. Поедем. Поехали, попробуем, но заезжать же не будем, станем там вдоль дороги. Вот здесь, наверное, можно стоять, я тут знаков не видел, но вот сейчас, когда стоял, да, я вот завел этот паркинг, вот стоял, видел, карабинеры проезжали. Ну, здесь не сплошная линия, здесь, наверное, можно стоять на ночь как минимум. Я думаю, что здесь стоят машины в одну линию. Почему нет? Взял и встал, ты же никому не мешаешь. Но если только там знаков нету. Ну, я сейчас не засмотрел, когда заезжал, но, по крайней мере, пока я их не вижу. Надо будет, конечно, посмотрю потом. Ну, такая территория большая. Но я думаю, что можно, никому тут мешать не будешь. Единственное, что в туалет тут некуда ходить, и из-за этого могут, типа, наблюдать. Надо посмотреть на выезде, может быть, тут есть типа зона запрета. А так вот там площадочка есть перед, где-то пару километров тоже площадка есть. То есть этот паркинг надо запомнить. Я думаю, что я не последний раз сюда приехал. Сейчас пойдем, встанем вот там напротив проходной где-то. О, освободилось уже место. И сходим на эту самую, на проходную, дадим новый референс номер, может быть, нормально будет. Вот как рассосались все машины. Ну, посмотрим, как будет, так будет. Тут задом вот выезжал, хорошо далеко не поехал, туда в рельсы бы уехал. Ну, хотя нет, все в порядке. Пойдем сходим. Ну что, этот подошел. Короче, нужен паспорт и на весы и паспорт. Поехали на весы опять. Без поворотника пошел.
Они все без поворотника. Итальянцы, одним словом. Потом куда-то, наверное, налево будет. Может быть, в ангар заезжать задом, да? Думаю, что в ангар, да? Потому что крана нету, здесь, наверное, подъемник специальный, через крышу будут грузить. Все, заехали. Пойдем паспорт отдавать. Дали мне бумажку, сказали ехать прямо. Там где-то паркинг и там офис. Говорит, увидите. Поедем в офис, ребята. Торопясь, спокойно. А где там паркинг? Я вот так-то не вижу. Вижу, что там проезд запрещен. Интересно. Направо, наверное, там надо будет. Заезжаем на заводик. Паркинг. Надо искать паркинг. Должен быть обозначен, наверное, да, какой-нибудь буковкой. А нет, там просто скорость запрета, наверное. Я не думаю, что это офис. Может, сюда, в первую надо будет заезжать. Ну, посмотрим сейчас. Где там паркинг? Может, я сейчас, блин, не там поеду еще. Может, там надо было встать? Ну, ничего, поедем. Должен быть паркинг большой, я так понимаю. Быстрее вот здесь. Кого знает, я тут не вижу тут офиса. А, вон офис. Наверное, да, вот там. Вот тут всякие рамы. Пойдем сходим в офис. Пойдем сходим, ребята. Итак, ребята, я уже на стекольной фабрике. Стекольный завод. Тут такая куча стекла. Мама, не горюй. Меня уже грузят. 11 таких вот штучек будет. Только какое стекло там? Ну, таких вот 11 штук. Самое, блин, фиговое, то, что мне надо было самому, блин, палеты спереди перезагружать взад, освобождать рамы и потом их таскать обратно, блин. Такие рамы, блин, они нелегкие. Вот такие вот примерно. Ну, может, чуть-чуть полегче. О, кто-то привез стеклышко. Потом надо будет это все. Надо это все будет мне закреплять. Но это когда он загрузит, надо будет крышу поднимать и закреплять. Крепить крест-накрест по 2 пары ремней. Сейчас посмотрим, что там у меня случилось с дверью. Что-то она как-то закрылась неправильно. Не надо, чтобы она закрывалась. Вот видите, вот так грузит 8, а их будет 11 штук. Вот оттуда берет и сюда грузит.
А, нет, ну он сейчас там вперед перецепляет. Вот такая конструкция. А эти все вперед поставил. Ну, короче, буду я тут еще целый час крепиться, как я понимаю. Ну ладно, потом, когда закреплюсь, я вам покажу, что и как. Ну что, ребят, закончил я погрузку и крепление. Сейчас покажу вам, как я закрепил груз. Единственное, дверь не могу пока закрыть. Слишком близко, чтобы крышу опустить. Ну вот так, видите, два ремня продольных вдоль, да, такой замок специальный. Ну, можно, конечно, нахимичить. Один внизу такой же. И спереди тоже так же, на оттяжку. А этот, кстати, я взял, чтобы он вверх не сполз, на всякий случай, как обычно. Здесь завязал замок и здесь закрепил. И вертикальных. Раз, два, три. Все с уголками. Решил не все-таки использовать уголки, а не просто по дереву. Ну и как говорю, что через 50 километров остановлюсь, проверю и потяну. Так будет правильнее. Ладно, сейчас закрою дверь, немножко отъеду, закрою крышу. И поеду тогда уже ЦМРки забирать. Фу, офигеть можно. А сколько время сейчас? 12:15. Офигеть. Итак, ребята, загрузился я. Ой, сейчас поедем на проходную, там встанем, переоденемся. То весь мокрый, блин, спина болит. Так, сейчас правильно, что правильно закрыть, блин. О, блин. Глаз завершить. Все, поехали. На проходную, блин. Ой, спина как, блин, потаскала, ребята, конкретно. Нифига себе, блин. Загрузочка называется. Эти рамы потаскать. Пипец, блин. Ну, не такие, как вот здесь, блин, эти. Ну, все равно же, блин. Ну, закрепился, надо не забыть теперь, блин. 10,3 нагрузка нормально на ось. Впереди, значит, 18 палетов пустых, потом идут эти. Ой, рамы. 11 этих самых коробок. Блин. Веса 22 тонны. Надо аккуратно будет ехать по Италии. Что еще сказать? $1277 километров. Пипец. Сколько напишет? 16 часов ехать. Это двое суток. Сегодня, блин, и завтра. Нормально так. Первый раз стекло везу. Блин, надо быть аккуратно все это делать. Сейчас будет встать, пойти воды достать, чтобы было что пить дороги, блин. Потому что дорога дальняя сейчас будет. И надо будет, наверное, где-то заправляться мне в Германии. Это не сегодня, наверное, завтра быстрее. Там, как обычно, на Venlo идем. Сейчас через другие, по-моему, висы надо заезжать. И отдать этому самому надо будет бумажку. Для security, он сказал.
for security. Сколько мне написал тон? Вообще ничего не понятно. Ничего не видно. Эти цимерки. Такая плохо. 22 тонны, да. 22 700. И тут налево повернем, станем, переоденемся, приведем себя в божий вид, так сказать. Пойдем сходим. Отдадим. Так. Все, сейчас ответим. Встанем здесь сразу за углом. Правда, ребята? Устал я конкретно, ребята, и кушать хочу вообще-то, блин. Честно. Мы сейчас вот так же, как этот, встанем. Все, приготовимся. Да, я знаю, что я без ремня еду. Все в порядке, не переживай. Все, готовимся к выезду.